Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас агрогороскоп поливов растений на май 2022 года, время киевское. И очень прошу вас обратить внимание сейчас на эти моменты, когда Луна будет выходить из знаков Земли, не корней. Потому что следующий знак, Луна обязательно из этих знаков заходит в знаки стихии воздуха. И если вот здесь сейчас и жарко бывает, и очень интенсивно идут все процессы, увлечься в это время и перелить, и не дать воздух корням, то растение начинает погибать. Вот поэтому давайте я буду вот эти моменты обязательно делать акценты, чтобы вы напоминать, чтобы вы не уничтожили свои растения своими неправильными действиями по поводу полива. Итак, 1 мая в Тельце можете поливать и подкармливать в это время. Очень хорошо будет растение. А вот уже 2 мая, смотрите, переход Луны в знак Близнецы состоится в 13:48. А это значит минус 6 часов, то есть вы должны до 9 часов утра полить, можно и подкормить еще растения, для того, чтобы вот этот переходный период 6 часов был нормальным для растения. Растение переходит из одного знака в другой знак, и начинаются процессы дыхания. И желательно уже в этот период в знаке Близнецы сразу же вспушить землю в горшочках, в стаканчиках, ну там, где у вас растет рассада. Или же возле уже открытый грунт, возле самих растений, в саду тоже дать воздух корням, чтобы они дышали. И вот этот момент, когда нельзя поливать, вот смотрите, вот будет 2, 3 и 4. 4 тоже не поливаем, зато 5 вот Луна уже перейдет в знак Рак, это знак стихии воды. Это будет всего-навсего 2 часа. Ну вот уже с этого периода, если вдруг срочно надо, не спите, можете начинать поливать после 2 часов 5, 6 все 24 часа и 7 мая можно поливать, ну вот здесь можно до 14 часов поливать. Вот с этого знака переход в знак стихии огня, он не такой сильно болезненный, как переход в знак стихии воздуха. Поэтому поливы здесь бесполезны, растения не воспринимают, и в то же время растение не гниет корни и не погибает. Но желательно все вот эти поливы провести с 7 до 14 часов. 8 не поливаем, и 9 тоже в знаке Лев не поливаем. А вот уже 10-11 очень хорошие будут поливы плюс подкормочки. Прекрасно растущая Луна, уже можно увеличивать количество подкормок. В мае месяце физиологические процессы идут очень интенсивно, поэтому уже то, что в инструкции написано, можете использовать для подкормок растений вместе с поливами. Но здесь, смотрите, наступает момент 12-го. Утром Луна перейдет в знак Весы в 9:35. Это тоже знак стихии воздуха. Что здесь? Я рекомендую, вот я сама делаю вечером вот здесь, 11 мая, интенсивно поливаем, подкармливаем. А уже утром можно просто вспушить землю. И вот этот период очень легко пройдет растение без поливов. Без поливов 12, 13 и 14 не поливаем до 13 часов 35 минут. Даже можно до 13 часов, потому что уже здесь энергии будут переходить. Энергии Скорпиона уже будут накладываться на энергию Весы, поэтому можно даже с 13 часов, иногда, если срочно вот нужно. А желательно, конечно, уже после 14 часов, 14 поливать. Почему здесь я не говорю подкормка, хотя, казалось бы, да, Скорпион. Дело в том, что это полнолуние. В полнолуние настолько сильная энергия, что в это время подкормочка бесполезна. Но она не воспринимается растением. Здесь достаточно космических энергий, которые посылаются растениям. Поэтому этот период только поливы в Скорпионе,
Вот 14, 15 и 16. С 16 до 14 часов можете уверенно поливать все свои растения. Ну а затем Луна перейдет в знак Стрелец, и в Стрельце, знак стихии огня, поливы бесполезны. И это будет продолжаться с 17 и 18 до 15 часов. А вот с 15 часов, когда Луна будет уже, это уже убывающая Луна, в знаке Козерог, очень хорошо поливать и подкармливать растения. Здесь будет 18 вечером, 19 и снова в этот момент, когда переход из знака корня в знак цветка, ну вот знак земли и знак стихии воздуха, вот здесь момент тоже очень важный. Смотрите, в Водолей переход будет 20-15-52. Минут 6 часов, поэтому рано утром можно и полить, и подкормить, а уже к вечеру вспушить землю, и растение нормально будет себя чувствовать. И пройдет вот этот период, когда нельзя поливать растения, а это нельзя будет вот после 20 уже с утра, 21 весь день и 22 до 18 часов 51 минуты, когда Луна уже перейдет в знак Рыбы. Так вот, здесь 22, 23 и 24 очень удачно 22 вечером уже можно поливать и подкормки давать. Здесь очень хороший период, когда можно уже использовать удобрения в полную меру по инструкции. Итак, 23-24 эти поливы осуществляйте. Причем 24 можете спокойно вечером и полить, и подкормить, потому что следующий у нас период, это знак стихии огня, Овен, 25, 26 и 27 рано утром. Это время, когда поливы бесполезны. Зато потом период очень хороший и поливы, и подкормки в Тельце. Вот смотрите, начинается в 9:24 27 мая. Ну, лучше, конечно же, и поливы, и подкормки проводить вечером, но если есть острая необходимость, то поливайте утром, а вечером еще вместе с поливом и подкормочку дайте. Это можно делать еще 28 и снова же 29. Будьте внимательны. Переход в знак стихии воздуха в Близнецы 29 в 20-24, минус 6 часов. Вот это время у вас где-то до обеда есть, когда можно и полить, и подкормить, а к вечеру уже вспушить землю и дать воздух корням, чтобы растение занято было дыханием. И 30 и 31 это время, когда нельзя поливать. Это время стихии воздуха, Близнецы. Вот такой у нас сегодня агрогороскоп. Настал момент скрина. Делаем скрин агрогороскоп поливов растений на май 2022 года. Авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик прощаются с вами. Мы по-прежнему вам желаем мира и добра. От всего сердца посылаем вам свет божественной любви каждому сердцу на этой прекрасной земле. Вот это все на сегодня. Мы прощаемся с вами всего-навсего. До нового видео. Пока-пока. Будьте все здоровы.